Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Супруги Майкл и Джули Хардинг. 53-летний Майкл Хардинг был военным ветераном армии и флота США. Он обладал приятной внешностью и был обаятельным человеком. Мужчина занимался предпринимательством и вел обычную, спокойную жизнь. Его жена, 49-летняя Джули Хардинг, занимала должность капитана Калифорнийского дорожного патруля и работала там на протяжении 20 лет. Их брак длился 4 года. Казалось, что красивая и успешная пара живет довольно счастливо. Супруги владели различными объектами недвижимости, совместным бизнесом, несколькими автомобилями и многими другими активами. В 2019 году они также приобрели общий дом в городе Селине, штат Теннесси. Однако некоторые друзья, которые хорошо знали Хардингов, считали, что за последний год их отношения обострились и стали токсичными и конфликтными. Муж и жена из-за своей работы часто находились за 2000 миль друг от друга и могли долго не видеться. Неизвестно, что именно разлучило пару, но в мае 2022 года Джули подала на развод с Майклом. Спустя 3 месяца Майкл встретил другую женщину и начал с ней романтические отношения. Но уже осенью того же года он пропал без вести. Майкл Хардинг пропадает без вести. 20 сентября 2022 года в полицию было подано заявление о пропаже Майкла Хардинга. По данным правоохранительных органов, его черный пикап был замечен на камерах видеонаблюдения возле здания суда штата Кентукки в Берксвилле 19 сентября, то есть за сутки до исчезновения. Как оказалось, это был последний день жизни мужчины. Спустя неделю, 26 сентября, Майкл был найден мертвым. Его тело с множественными огнестрельными ранениями обнаружил риэлтор в одном из пустых домов, выставленных на продажу на Глазго-Роуд в Берксвилле, штат Кентукки. Майкл не имел никакого отношения к этому дому, и полиция не смогла определить, почему он там находился. Престон Крилли, один из друзей погибшего, в последний раз разговаривал с ним незадолго до смерти. По его словам, Майкл собирался забрать смокинг в Боулинг-Грин, который собирался надеть на предстоящей свадьбе. Но, как выяснилось, Майкл не доехал до магазина. Мужчина остановил автомобиль, чтобы ответить на некий телефонный звонок. Потрясенный Клири, узнав, что Майкла больше нет в живых, сказал: «Я думаю, что это спланированное, хорошо организованное убийство. Мы знали, с чего начать поиски убийцы. Джули Хардинг». Арест Джули Хардинг. После пропажи Майкла 19 сентября следователи общались с Джули, но она не стала главным подозреваемым в деле об исчезновении ее бывшего супруга. 10 октября 2022 года в отдел правоохранительных органов обратилась возлюбленная убитого Майкла Хардинга по имени Дэвис. Она заявила о том, что на территорию ее дома в Теннесси незаконно проникла бывшая жена Майкла. Джули Хардинг украдкой подошла к дому и забрала с собой собаку по кличке Чарли, принадлежавшую ее покойному мужу. Момент, когда она подошла ко входной двери, был зафиксирован камерой видеонаблюдения и замечен хозяйкой. Дэвис добавила, что была вовсе не против отдать животное, которое она продолжала опекать после смерти Майкла, но между ними с Джули была договоренность, что она привезет Чарли в ближайший отдел полиции и безопасно передаст питомца, но по какой-то причине Джули решила ее похитить. 13 октября 2022 года на Джули было подано еще одно заявление. Бывшая возлюбленная Майкла, на территорию которой проникла Джули, сообщила, что ее аккаунт в Netflix был взломан.
В заявлении говорится, что в одной учетной записи было указано ее имя с фотографией обезьяны, а во второй – имя Джули с фотографией злой принцессы. Остальные аккаунты на устройстве были удалены. Лишь спустя несколько месяцев, 8 декабря 2022 года, полиция арестовала Джули Хардинг в штате Теннесси по обвинению в незаконном проникновении в дом. Кто такой Томас Фрэнсис О'Доннелл? В тот же день, когда была арестована Джули, в международном аэропорту Сакраменто, штат Калифорния, был арестован некий 60-летний Томас Фрэнсис О'Доннелл за подозрение в убийстве Майкла Хардинга. О'Доннелл ранее уже имел судимость в Техасе, где в 2006 году, согласно судебным документам, его обвиняли в преследовании бывшей подруги. По словам жертвы, Томас на протяжении года заставлял ее заниматься с ним сексом, избивал, душил, следил за ней и угрожал расправой. Неизвестно почему, но за это мужчина получил только условный срок. После этого он получил еще один условный срок за вождение в нетрезвом виде. Когда О'Доннелл не попал на свой авиарейс, его сестра обратилась за помощью в калифорнийский дорожный патруль, где работала Джули Хардинг, поскольку она знала, что между ними есть связь. В рабочем кабинете Джули был проведен обыск. Следователи нашли валентинку и поздравительную открытку, подписанные именем Роб. Сестра О'Доннелла подтвердила, что их отправил ее брат. Заказное убийство. Полиция имела все основания полагать, что убийство Майкла было заказным. Следователи установили, что с марта 2022 года и на протяжении нескольких месяцев Джули без разрешения бывшего мужа снимала крупные денежные суммы с его карт в различных банках. Всего было обналичено более 200 тысяч долларов. Помимо этого, с 1 июля по 8 сентября женщина 194 раза связывалась по телефону с Томасом О'Доннеллом, который время от времени перемещался между штатами и был в ее доме в Сакраменто. Полицейские смогли установить его местоположение благодаря звонкам, которые он регулярно совершал в разных точках, в том числе в Берксвилле, где был убит Майкл Хардинг. Что случилось с Джули Хардинг? Джули Хардинг была отпущена сразу после задержания 8 декабря, и всего лишь через 2 дня после освобождения из тюрьмы округа Резерфорд в Теннесси ее безжизненное тело было обнаружено местным почтальоном возле дома в Селине, в котором она раньше жила вместе с бывшим мужем. Мужчина позвонил шерифу округа Клей, Брэндону Буну, и сообщил, что заметил безжизненное тело некой женщины. Прибывшие на место полицейские установили, что этой женщиной была Джули. Она умерла от единственного огнестрельного ранения. Ее тело было доставлено в морг, а смерть была расценена как вероятное самоубийство. В связи с этим появились предположения, что она действительно заказала убийство бывшего мужа и боялась, что расследование дела скоро завершится. Также в различных источниках появилась неофициальная информация, что женщина оставила предсмертную записку со словами: «Майк, похоже, ты победил». Странная встреча. После смерти Джули ее подруга Кэтлин Рурк рассказала местному телеканалу CBS, что переживала за безопасность женщины, когда не могла дозвониться ей по телефону. В октябре 2021-го, за год до трагических событий, она просила полицию проверить, все ли с ней в порядке. В полицейском протоколе отмечалось, что, по словам подруги, Джули узнала много нового о своем муже Майкле Хардинге, и ей понадобился номер ее адвоката. Один из офицеров полиции направился к дому супругов, где встретил растерянного Майкла. В отчете о проверке была подробно описана эта странная встреча. Когда я вышел из полицейской машины, то заметил на своей груди зеленый лазер и сразу же понял, что это прицел огнестрельного оружия. Я принял положение лежа и забрался обратно в автомобиль, включил аварийные фонари, чтобы дать понять, что я сотрудник полиции. После этого запросил подкрепление. Майкл Хардинг начал идти по дороге с поднятыми вверх руками, заявив, что не знает, кто я такой, и что на его участке бывает много подозрительных людей, поэтому он отпугивает их лазером на своем оружии. Несмотря на эти тревожные сигналы, полиция не предприняла никаких дальнейших действий, чтобы узнать о благополучии Джулии. Вплоть до смерти обоих супругов, правоохранительные органы не связывались с Хардингами. Сама Джули серьезно разозлилась на подругу, когда узнала, что из-за ее жалоб насчет Майкла в дом приехал полицейский.
Кэтлин Рурк стала винить себя в том, что в тот момент не смогла проявить настойчивость и сделать нечто большее, чтобы Джули и Майкл остались в живых. Когда в офисе шерифа мне показали, что я слишком остро отреагировала, и спустя год они оба погибли, это, мягко говоря, меня разочаровало. В свою очередь, Престон Клири, друг Майкла Хардинга, тоже дал интервью одному из телеканалов, в котором сообщил, что у него сразу возникло плохое предчувствие, как только Майкл пропал. «В глубине души я знал, что мы не найдем Майкла живым», – сказал Клири. «Я полагаю, что все это планировалось в течение нескольких месяцев. Он боялся за свою жизнь, поэтому его двери были надежно заперты и подпирались изнутри так, будто он пытался от кого-то защититься. И я думаю, что он знал, на что она способна». Также он добавил, что пара испытывала множество неприятных моментов в отношениях, и что именно Майкл настоял на их разводе. Судебный процесс по делу Томаса О'Доннелла. 15 декабря 2022 года присяжные заслушали показания по делу Томаса О'Доннелла. Согласно судебным документам, полученным американским телеканалом KCRA3, судья подписал обвинительное заключение по делу об убийстве Майкла Хардинга. Сумма залога О'Доннелла составила $1 миллион. 26 января 2023 года в штате Кентукки прошло первое судебное заседание, на котором Томас О'Доннелл не признал себя виновным. В настоящее время преступник находится под стражей. Окончательный приговор по делу о заказном убийстве все еще не вынесен. Прокуроры намерены добиться смертной казни. Комментируя эти события, друг Майкла Хардинга Престон Клири сказал: «Майкл был простым, добродушным человеком, правильным и честным до мозга костей парнем. Он не заслужил того, что с ним случилось. Надеюсь, что все закончится, и он наконец-то сможет упокоиться с миром. Нам остается лишь вспоминать о нем хорошие вещи, надеясь на правду и справедливость». Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, почему Джули наняла киллера для своего бывшего мужа? Могла ли она покончить с собой после убийства, или в этом странном деле замешан кто-то еще? Свои версии пишите в комментариях под видео, но перед этим обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не упустить новые сюжеты. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.